Давно пора поговорить на тему, которая, в общем, порой затрагивается, но не затрагивается в той степени, в которой это необходимо, хотя это действительно уже наболевший вопрос. Я говорю о так называемом споре или войне континента и аналитики, то есть континентальной и аналитической философии. Последние 50 или уже даже 70 лет. На Западе это разделение стало уже чем-то вроде само собой разумеющегося явления, то есть оно используется в программах университетов многих, не только англоязычных, но даже уже и немецких, французских. Оно, разумеется, используется в книжных каталогах. Например, когда человек заходит в книжный магазин, то он идет, допустим, к полке, где написано там аналитическая философия или континентальная философия, потому что он должен четко знать, чего он хочет, какую тему он будет искать, какие авторы ему близки, какие нет. Поэтому он как бы даже не рассматривает обычно вторую половину. Он не берет, скажем, одного автора из аналитической полки, а второго из континентальной. Он либо только континентал, либо аналитик. Ну, конечно, не везде это доходит до таких карикатурных противоположностей, но в целом это разделение действительно работает. Оно появилось, в общем-то, случайно, но сейчас оно стало уже почти по умолчанию существующим условием. Между тем, так было не всегда, и даже совсем еще недавно, всего лишь в 70-е годы, что по меркам истории философии очень небольшой срок, небольшая давность, этого не было. И вот буквально за 40-30 лет это разделение, которое было очень долго условным и очень долго было принято в очень узком кругу людей, в очень узком кругу университетов, издательств, рецензентов, вдруг стало почти научно даже как бы обоснованным разделением. А для того, чтобы понять, откуда это разделение пошло и почему оно стало таким острым, нужно понять еще одну вещь, о том, как на истории философии отражалась политическая история. История соперничества разных великих держав Европы, а затем и Америки. На первый взгляд это не очень важное обстоятельство. В конце концов, все философы равно должны искать истину, и их не должны волновать национальные признаки, их не должен волновать их собственный паспорт, в котором написано, что они немцы, американцы, англичане или итальянцы. Но это идеал, который, увы, далеко не всегда, а в последнее время все реже и реже принимается во внимание. В действительности от своей национальной принадлежности отказаться довольно сложно. Даже тем, кто, например, пишет не на своем родном языке, а на английском, который все-таки как-никак является общепризнанным мировым языком общения, в том числе и научного. Где-то до первой половины 20 века, до середины 20 века, главной философской державой, как известно, была Германия. Она получила первенство в философском мире примерно в конце 18-го, начале 19 века, и затем при всех спадах, подъемах, революциях, упадках она все-таки уверенно вела партию в области философии, пока под влиянием прежде всего двух мировых войн, которые в обоих из которых она потерпела поражение, ее, наконец, не начали слегка оттирать в сторону другие государства, прежде всего англоязычные, Великобритания и США. Но можно начать даже немного раньше. В древности, естественно, вели партию греки. Вели они очень долго, почти 1000 лет, а если считать еще и византийский период, то даже чуть ли не 2000 лет или 1500 лет. Римляне, например, которые быстро сменили греков в политической области в качестве лидеров, которые быстро стали мощнее,
в военном отношении, экономическом отношении. В духовном смысле, особенно в философском, никогда так и не смогли преодолеть зависимость от греков. Они навсегда остались их слабыми, хотя и очень лингвистически выразительными учениками. Почему лингвистически выразительными? Потому что в конце концов у нас наша современная западноевропейская философская терминология, она наполовину греческая, наполовину латинская, то есть древнеримская. Конечно, этот процесс происходил не сразу, он развивался в течение, опять-таки, целого тысячелетия, если говорить о средних веках, но так или иначе понятия вроде субстанция или акциденция, они до сих пор, даже если их и критикуют, то все равно они используются, понимаются широко, и в справочной литературе они по-прежнему незаменимы. То есть греки дали мысль и слово, римляне скорее слово, но это слово зачастую заменило более раннее греческое слово. То есть условно можно сказать, что греки правили древностью, римляне в виде средневековых латинских схоластов средними веками, и, наконец, в начале нового времени, 17 век, первенство на себя на некоторое время перехватили англичане. Ну, понятно, что Бэкон, Лок, Гоббс. Затем в 18 веке у них перехватили, или скорее даже взяли эстафету французы. Это, собственно, все основные имена французского просвещения, но также Руссо. И, наконец, в конце 18 века, начале 19 первенство захватила Германия и вела его где-то вот до середины 20 века. В середине 20 века произошел раскол, в результате которого Германия все дальше и дальше отходила на задний план, она как бы выветривалась, затухала, а подъем происходил в Франции, если говорить о континентальной Европе, и в Великобритании и США, если говорить о англосаксонских государствах. Но до конца 20 века, даже до первого десятилетия 21 века, между ними существовал определенный паритет. То есть ни та, ни другая сторона не преобладали. По крайней мере, они все еще продолжали замечать друг друга. Французы так или иначе, хотя бы мельком говорили о англосаксонских философах, хотя больше, конечно, о немцах, из которых они исходили все больше и больше. А англичане и американцы, в большей степени работая в той системе координат, которую затем стали называть аналитическая философия, все еще продолжали внимательно следить и за немцами, и за французами. Но вот в начале 21 века эта ситуация резко изменилась. Произошел очень мощный перекос. Теперь уже нет двух полюсов, как раньше. То есть, допустим, Франция и Великобритания, или Франция и США. Совокупный англосаксонский неопозитивизм, а именно так нужно определять аналитическую философию по ее содержательному принципу, стал в каком-то смысле всеобъемлющим, общепринятым, своего рода нормой в области философии. Это произошло по очень многим причинам, но прежде всего потому, что нельзя быть долго великой экономической, политической и военной державой, нельзя быть долго медиадержавой великой, когда твой кинематограф, телевидение, массовая культура, поп-музыка, массовая литература становятся всемирно известными, всемирно признанными. Не может быть такого, чтобы и более высокие, и более редкие, что ли, сферы культуры тоже не потянулись вслед за как бы массовой культурой низкой или средней. Именно это и произошло. Причем раньше, еще там 50 лет тому назад, никому бы и в голову не пришло, что, например, американские университеты будут считаться особенно престижными или находиться в первых 10-50 строчках мирового рейтинга самых лучших университетов. Это произошло. Действительно ли оправдано это высокое положение, можно спорить, но факт остается фактом. Сами себя ли они назначили на эти места, или это объективный процесс, но они там сейчас находятся. Из британских университетов там есть лишь Кембридж, Оксфорд и, может быть, еще парочка более мелких университетов. В остальном же это университеты американские, очень немного немецких, французских. И дальше, в общем, там мы видим в основном китайские, японские, австралийские и тому подобные
уже более мелкие, но тоже скорее англосаксонские названия. Это основная причина, но причин, как я уже сказал, было много, и, собственно, разобраться в этих причинах я считаю очень ненужным и интересным. Сегодня говорить о первенстве одной страны в философии можно только в том смысле, что большинство книг, например, выходят на английском языке, даже если их авторы немцы, французы или русские, кстати, которых мало, но они есть, пишущие на английском, в расчете на конкретного западного читателя. Но сказать о том, что есть некая школа единая, у которой есть единая теория или хотя бы ряд принципов, которые они все разделяют, распространяют и отстаивают, этого сказать нельзя. И в этом опять-таки особенность современного положения в философии, потому что были времена, когда теории, школы и отдельные мыслители составляли довольно пеструю картину. Не было опять-таки какого-то одного магистрального направления, но все-таки был определенный, что ли, ранг и определенный ценз отбора того, кто считался значительным философом, а кто считался, например, писателем, философствующим или естествоиспытателем, который на досуге занимался некоторыми общими вопросами, которые он считал философскими. Но все-таки общая линия существовала, и она существовала настолько широко, что затрагивала сразу несколько национальных традиций. То есть, например, в Европе конца 19-го, начала 20 века такой магистральной линией было неокантианство. Было, конечно же, ведущим немецкое неокантианство, но было и французское, итальянское, даже британское, хотя в меньшей степени, чем неогегельянство. Было и русское неокантианство какое-то время. Таким образом, существовал некий единый фронт работ, имен. И, в принципе, человек, который стал бы заниматься философией с нуля или там, будучи начинающим философом, он примерно знал, где находятся вехи, на кого нужно ориентироваться, где полярная звезда, глядя на которую ты придешь, по крайней мере, к научной общезначимости, не говоря там об истине. Ну, затем начался быстрый период смен таких магистральных линий. Допустим, можно сказать, что с десятых годов 20 века таким направлением, по крайней мере в Германии и на континенте, стала феноменология. За ней последовал экзистенциализм, потом в разных странах по-разному, но либо неопозитивизм венской школы, либо структурализм во Франции. И, наконец, началась где-то к 70-м годам, 80-м, 90-м полная неразбериха, эклектика, из которой, однако, по той причине, о которой я как раз сказал, мощи институциональной англосаксонского мира, экономической мощи, вышла, не победителем, но господствующим хищником или основной породой философов как раз аналитическая традиция. Так вот, интересно проследить далекие истоки и скрытые причины, не научные причины такого положения. Как я уже говорил, основными политическими причинами были две мировые войны. Понятно, что они оказали огромное влияние вообще на всю европейскую и мировую историю. Но для философии они имели самые неожиданные результаты. Дело в том, что когда началась Первая мировая война, то, как и следовало ожидать, все, кто находился по разные стороны окопов, ничуть не стесняясь, начали открыто защищать свою страну, свою родину. Немцы стали защищать Германию, англичане, естественно, Великобританию, французы Францию и нашу Российскую империю. Почему я говорю, что это было естественно, но при этом, может быть, не совсем хорошо, потому что предполагалось, что философы выше национальных различий, что они должны искать истину, что они должны отказываться от своей национальной ограниченности и смотреть, что ли, с высоты более птичьего полета на происходящее, а не вступать в некий примитивный патриотический угар и повторять некие банальные лозунги вроде «Германия превыше всего», «Боже, покарай Англию» и так далее. Между тем произошло именно это. Буквально все, может быть, за редчайшими исключениями, которые никак не изменяют это правило, все известные имена
во всех основных воюющих странах стали ура-патриотами и начали, более того, в общем, это было совсем не обязательно, никто этого от них не требовал, но они стали писать некие философские оправдания войны, философские оправдания своих армий, философские оправдания своего, что ли, режима или правительства, которое участвовало в войне, пытаясь найти некие абстрактные аргументы в пользу того, что они ведут справедливую, освободительную войну, а их противники, империалисты, мерзавцы, поправшие международное право и нарушившие все возможные моральные и юридические законы. Вот это было очень неожиданно для всех, и, например, в известном, собственно, ведущем журнале Российской империи, посвященном философии, вопросы философии и психологии, был опубликован после начала войны в 2014-2015 году целый ряд статей, где возмущенные ученики немецких университетских философов, которые всего там 5, 6, 10 лет назад учились у них восторженно в основных немецких университетах, были шокированы, что их как бы уважаемые учителя, мэтры, опустились до уровня каких-то банальных газетчиков и пытались искать оправдание тому, чему оправдание быть не может. Но это происходило очень активно, и в этом участвовали, как я уже говорил, почти все. Такие, например, имена, как Шеллер, казалось бы, далеко не политически ангажированный философ немецкий. Такие, как Виндельбанд, крупнейший историк философии немецкий. Ну, собственно, были такие, естественно, и в России. Например, Эрн, как известно, написал огромную статью «Время славянофильствует», от Канта к Круппу, которую очень любят, кстати, в разных ракурсах сегодня вспоминать и цитировать, где говорилось о том, что немцы нам больше не нужны, мы у них все взяли, что нужно, теперь они варвары, и мы должны их наказать, сокрушить и показать, что славянское начало, русское начало, оно более духовное, более справедливое, и в соединении с нашими замечательными союзниками, то есть англичанами и французами, Антантой, мы должны показать, что наш моральный и в том числе философский принцип является господствующим. Немцы заявляли, что нет, мы ведем справедливую войну, что это все проклятые англичане задумали некую интригу и чуть ли не подставили нас, что французы пытаются совершить реванш за поражение во франко-прусской войне, что русские это вообще азиаты и варвары, которых нужно изгнать из Европы и подчинить их нашей германской цивилизации. Ну, естественно, англичане и американцы тоже не остались в стороне от этого процесса. Например, известный американский философ Сантаяна написал даже специальную брошюру или книгу «Эготизм в немецкой философии». То есть это одновременно и эгоизм, но и также чрезмерная любовь к субъекту, к «я», к некоему абстрактному духу, которому нужно подчинять или даже приносить жертвы. Таким образом, все участники Первой мировой войны в какой-то степени себя заморали, показав себя не чистыми учеными, а весьма даже ангажированными публицистами. Затем последовал так называемый межвоенный период, в котором все еще сохранялось определенное научное общение между разными странами, в том числе бывшими противниками. Можно сказать, что можно вспомнить факт, что в 20-е и даже еще в начале 30-х годов довольно быстро переводились многие крупные немецкие философы того времени. И, в общем, до тех пор происходил как бы естественный процесс учебы у немцев. И один философ мог следить за несколькими другими философами или даже за целыми национальными традициями, в общем, не выходя из пределов своего университета, дома или своего издательства. Однако Вторая мировая война нанесла не просто второй, а окончательный удар по этому единству. Потерпевшие или проигравшие, то есть Германия и Италия, были заклеймлены не только как политические составляющие, не только как государства, но и как культуры, прежде всего Германия. Сделано это было союзниками, но западными союзниками Великобритании и США в большей степени, чем, например, в СССР. СССР продолжал воспринимать Германию как своего
учителя, даже не всегда признавая это открыто на словах, но все знали, откуда черпают свои, так сказать, свои источники мыслей все наши оставшиеся к тому времени в живых еще философы. А Великобритания и США, напротив, уже посчитали нужным отказаться от этого слежения за немцами и выдвинули гипотезу, что вообще вся вот эта печальная история с Гитлером, Третьим Рейхом и всем остальным, это есть прямое следствие неправильной, дурной, устаревшей, отсталой и очень странной философии, которую использовали немцы, развивали немцы в течение всего 20 века, первой его половины. И сделано это было так успешно, что к концу 20 века, в общем, за редкими исключениями, я имею в виду несколькими исключениями среди немцев и несколькими исключениями среди англичан или американцев, немецкая философская традиция считалась, в общем, законченной, неинтересной далее, не плодотворной и дискредитированной благодаря Второй мировой войне и нацизму. Таким образом, между этими двумя ударами еще сохранявшиеся элементы культурного взаимодействия, или, как у нас говорили, культурного обмена, позволяли сохранять более-менее высокий уровень той мысли, которая существовала в начале 20 века, когда не было жестких непереходимых границ между, скажем, Францией и Германией, Францией и Великобританией, Германией и Англией и так далее. Теперь же, после двух этих сокрушительных ударов, особенно после второго, эти границы не только выросли, но и превратились в некое подобие берлинских стен в миниатюре, невидимых берлинских стен. Стало возможным для профессионального философа, то есть человека, получающего образование на философском факультете даже крупнейших американских или британских университетов, в общем-то, не знать даже особо историю германской или французской философии, а заканчивать общую некую традицию на Канте, после чего переходить сразу к современной неопозитивистской мысли, которая, естественно, стала считаться последним словом техники, говоря образно, на которой развитие возможное человеческого мышления закончено, истина достигнута, а дальше следует лишь ее там слегка усовершенствовать, подкрасить, подрихтовать, подвинтить, но в принципе главное уже достигнуто. Надо ли говорить, что это привело к катастрофическим результатам с точки зрения уровня и глубины философского мышления? Этот подход, как в общем-то и весь неопозитивизм, не критически грубо перенес принцип «последнее значит лучшее» из естествознания. Как известно, в естественных науках не имеет большого значения история предмета, скажем, история физики или история химии или история математики. Имеет значение, что происходит сейчас и какие последние, скажем, статьи или монографии признаны, так сказать, самыми лучшими, самыми новыми, самыми совершенными и учитывающими все последние открытия или любую критику старых теорий. То есть 1, 2, 3 тома, 1, 2, 3 ученых, 1, 2 максимум научных школы достаточны для того, чтобы знать, на каком уровне находится современная естественная наука, та или иная наука. Этот подход, в общем-то, оправданный может быть, хотя тоже не до конца, в естественных науках был совершенно безумным образом перенесен в философию и вообще в гуманитарные науки. И последствия этого переноса или последствия этого странного превращения отношения к философии были, конечно, ужасными. Отныне, как говорил Гартман, Николай Гартман, тоже, кстати, полузабытый сегодня немецкий философ первой половины 20 века, в современном мире, в современных условиях доминирует случившееся последним. Это самое точное описание того, как развивалась современная философия в Европе и в Америке после Второй мировой войны. То есть существовал некий джентльменский набор имен, концепций, теорий, терминов, которые считались самыми последними, самыми актуальными, самыми доказанными, самыми точными. И все, что было до них, это в лучшем случае жалкие преддверия, жалкие предвосхищения этого абсолютного результата. История вообще была как таковая отброшена из философии, по крайней мере в англосаксонских странах.
Считалось, что нас не интересуют все эти блуждания многовековые человеческой мысли, которая путалась в этом лабиринте, ходила то направо, то налево, возвращалась назад, шла вперед, оступалась, и все это неинтересно. Все это просто ошибки, субъективные заблуждения. Это интересно разве что историкам культуры, историкам научной литературы, но никак не философам самим по себе. Как я уже говорил, максимум было позволено дойти в историческом развитии до Канта. После Канта начинался, по мнению неопозитивистов, сразу мгновенный упадок или вырождение философии. То есть, собственно говоря, вся немецкая классика, немецкий идеализм считался вырождением, ненаучным упадком, фантазиями, полностью дискредитированными как научно, так и особенно политически. Нельзя забывать, что не кто-нибудь, а один из главных столпов неопозитивизма и в дальнейшем так называемой аналитической традиции, Бертранд Рассел, в своей весьма известной, я бы сказал, слишком известной книге «История западной философии» напрямую увязывал, скажем, философию Фихте с Гитлером и проявлением нацизма. Совершенно жульническими, шулерскими способами. При этом уделяя самому Фихте, по-моему, один абзац в этой книге, которая занимает где-то 600 страниц. Он уделил Фихте один абзац, где сразу же его заклеймил как чуть ли не протофашиста, которого и читать-то не стоит. Таким образом, всю самую ценную, можно сказать, часть мысли XIX века, философии нового времени, ее венец, немецкий идеализм, удалось сбросить с корабля современности, полностью его похерить, оболгать, облить грязью и жить спокойно. Потому что, естественно, для англичан, в частности, немецкий идеализм всегда был камнем преткновения, источником жалоб на его темноту, неясность, загадочность, чрезмерный романтизм, субъективизм. В общем, это все не научно, не по-нашему, далеко от жизни, неприменимо на практике, нельзя это ни продать, ни купить, не использовать в техническом прогрессе, а потому зачем нам такая философия? Однако до окончания Второй мировой войны это, в общем, чисто национальная позиция, национальный снобизм все-таки не мог привести к полному отрыву разных национальных философских традиций друг от друга. К тому же, кроме британской и французской, британской и немецкой традиции существовали французская, итальянская, и хотя она не имела большого международного резонанса, русская, которые также исходили в основном все из немецкой классики. И для них философия уж никак не заканчивалась на Канте. Она продолжалась и в Фихте, и в Шеллинге, и в Гегеле, и в последующих философах, в том числе и того же Маркса они пытались использовать как некий не только политический источник. Киркегор, Ницше, ну и так далее. Поэтому то, что произошло после Второй мировой войны, не имеет, в общем-то, даже аналогов в истории философии, потому что были резкие разрывы в истории философии, были прерывания традиции, были крахи культурные, после которых понадобилось несколько столетий, чтобы хотя бы возобновить более-менее пристойный уровень литературного и внутреннего знания, что такое вообще философия, что такое метафизика. В этом же случае произошло нечто неслыханное, потому что здесь не было, скажем, какого-то культурного краха, не было падения некой великой империи, как это, например, произошло в поздней античности и в начале Средневековья, когда рухнувшая Западная Римская империя похоронила под своими обломками на несколько столетий, как минимум 300-400 лет, всю культурную традицию как Греции, так и Рима. Здесь же, в общем, несмотря, конечно, на очень тяжелую, даже катастрофическую войну, тем не менее, ученые сохранились, школы сохранились, университеты продолжали работать, книги выпускались, но изменилось отношение к тому, что происходило, скажем, на европейском континенте, в отличие от США и Великобритании. Последствия этого катастрофического разрыва мы ощущаем до сих пор, просто не все понимают, насколько это плохо. Многие считают, что это нормально, и, в общем, все произошло как надо. Слава Богу, что мы избавились от немецкой темноты и перешли к
американской ясности и практичности. Но надо сказать, что хотя исторические факторы сыграли ключевую роль, исторические и особенно политические факторы, прежде всего 2 мировые войны, но они не были, скажем так, главными в исторической перспективе, потому что разрыв между национальными школами и особенно между немецкой и британской школами мысли происходил довольно давно. Он не был неожиданным. Он начался еще в 17 веке, по большому счету. И особенно усилился он в первой половине 19 века. Я думаю, что стоит подробнее остановиться именно на этой ситуации. Где-то до, пожалуй, конца 18 века, начала 19 века, при всех противоречиях, при всей конкуренции между разными великими европейскими державами, в том числе и в философии, вот это самое научное общение происходило без перерыва. Несколько примеров. Скажем, пальма первенства в европейской мысли постепенно сдвигалась с запада на восток, если так посмотреть по карте. Начали, так сказать, эту эстафету англичане, благодаря прежде всего Фрэнсису Бэкону. Затем эта эстафета перешла во Францию, прежде всего благодаря Декарту. И лишь к концу 17-го, начала 18 века появился первый великий немецкий философ Лейбниц. Но даже при появлении Лейбница еще никак никто не мог подозревать, что именно Германия станет царицей европейской философии. Потому что сила, скажем, университетской организации, сила и престиж национальной французской и британской научных и особенно философской литератур были незыблемы, а Германия считалась некой такой заскорузлой провинцией, в общем, второстепенной территорией, к тому же не имевшей сильных научных традиций к тому времени. И это действительно было так, потому что кроме нескольких великих ученых, например, Кеплера, или не столько ученого, сколько мистика Бёма, Германия не могла похвастаться такой плеядой ученых и философов, как Италия, Франция и Великобритания, и даже Голландия. Но немцы очень быстро наверстали упущенное, можно сказать, молниеносно, взрывообразно, и к началу XIX века, благодаря прежде всего Канту, а затем тройке великих идеалистов Фихте, Шеллингу и Гегелю, они стали, наконец, царями европейской философии. Но в 17-18 веках обмен происходил не совсем равномерно. Например, больше и лучше знали друг друга англичане и французы. Достаточно сказать, что Лок, например, который для английской философской традиции, пожалуй, наиболее влиятельная фигура, хотя это не значит, что он более глубокий философ, чем, например, Бэкон, Гоббс или Беркли. Но как лицо, создавшее английскую философскую терминологию и британский стиль мышления, он, несомненно, был наиболее влиятельной фигурой. Так вот, во многом он является учеником Декарта. И он даже это, в общем, не скрывал. Достаточно сравнить основные трактаты Декарта с опытом о человеческом знании Лока, чтобы увидеть, что они чрезвычайно близки и по тематике, и по тем проблемам, которые ставятся в них, и по тем ходам мысли, которые в них реализуются, несмотря на то, что обычно в историях философии подчеркивают, что Декарт был рационалистом, а Лок эмпириком, следовательно, они являются как бы противоположными по направлению мыслителями. Но в действительности это очень грубое противопоставление, очень неточное, исторически неоправданное, и при более глубоком сравнительном анализе мы видим, что Лок идет по стопам Декарта, но, безусловно, слегка меняет траекторию и приходит немного к другим выводам. Но очень многое у них сходится. Затем в XVIII веке французы начинают испытывать более сильное влияние со стороны Великобритании. Это началось еще у Вольтера, который, как известно, побывал в Великобритании в начале своей карьеры литературной и напечатал очень популярный, выдержавший много изданий, трактат «Письма
об Англии или письма об англичанах, где он подробно изложил прежде всего новую теорию естествознания, ньютоновскую науку, ньютоновскую физику, которая теперь стала неким новым научным мировоззрением, к которому должны теперь стремиться в своих работах и философы. Прежняя метафизика, скажем, Декарта или Мальбранша уже не котировалась после появления великих трудов Ньютона. То есть Ньютон и британский эмпиризм, и в том числе Лок, стали образцами того, как нужно мыслить и писать для французов. И мы видим уже в сочинениях, например, Кандильяка, полное следование этим новым британским образцам, их творческое развитие. Наконец, такой интересный мыслитель, как Бентам, представляет собой некий водораздел вот в этом научном обмене мнениями, обмене терминами, обмене книгами. Он, с одной стороны, испытывает сильное влияние европейской, в смысле континентальной мысли, прежде всего многих так называемых просветителей французских, особенно Гельвеция. Но в то же время он исходит из некоего самодостаточного начала, он как бы сам из себя растет и не считает нужным больше ссылаться ни на кого другого. То есть он считает, что его мысль — это некоторым образом здравый смысл, это самоочевидность, которую просто нужно донести до читателей, которые эту самоочевидность не пронюхали, не увидели. И вот как раз после Бентама мы видим, что британские философы начали замыкаться в себе. Они перестали с тем интересом, с той внимательностью обращаться к континентальным своим собратьям. Они по-прежнему читали и немецкую, и французскую философскую литературу, но она перестала, во-первых, упоминаться в их трудах с такой частотой, как прежде, и в основном теперь эти источники использовались как предмет для критики и даже высмеивания, как нечто, что не является уже образцом для подражания. Таким образом, 17-18 век — это некое живое целое, когда мы видим, как кровеносные сосуды невидимые обмениваются между собой информацией, а начало 19 века — это некий обрыв этих сосудов, обособление национальных философских традиций, которое в течение 19 века становилась все более и более глубокой, и, наконец, в середине 20 века, после двух мировых войн, приобрела практически необратимый характер, который, даже трудно сказать, удастся ли преодолеть эту разобщенность в ближайшие годы. То, что ее придется преодолеть, несомненно, но кто это будет делать, на какой платформе и с каким отношением, это большой вопрос. Но вернемся к XIX веку. Кант, надо сказать, был, с одной стороны, последней более-менее признанной фигурой немецкой философии для англичан и французов. С другой стороны, уже даже он, не только та тройка идеалистов, которых было, в общем, сам Бог велел их шельмовать эмпирикам и позитивистам. Даже сам Кант считался слишком мистическим, слишком загадочным, изъясняющимся трудно, не дающим достаточных доказательств своих положений. Это при том, что Кант, в общем-то, весьма рационалистический мыслитель, по крайней мере, в форме своих сочинений. Не всегда он рационалист в своей философии, но уж, по крайней мере, изложение его максимально рассудочно подразделено на бесконечные параграфы, порой даже с схоластической сухостью подразделено, и большого труда понять, что он хочет сказать, при некотором усилии не требуется. Что уж говорить про Фихте, Шеллинга и Гегеля, которые, во-первых, считали, что многие вещи Кант уже сказал раз и навсегда, и поэтому они могут к ним не возвращаться, они не обязаны их разъяснять широкой публике, а предполагают, что она уже знает все эти положения, и могут просто двигаться дальше, двигаться вперед, развивая эту мысль, углубляя ее и преодолевая то, что им казалось кантовской ограниченностью. И вот тут-то мы и видим, что впервые происходит некий затык со стороны англичан и французов. Почти на 70 лет запаздывает прежде всего британская мысль, но и французская в каком-то смысле тоже.
И только через 70 лет происходит некое понимание, по крайней мере, среди профессионалов, среди университетских преподавателей, среди философов по профессии, того, что, собственно, сделано этими тремя великими немцами. К этому моменту появляется британский неоидеализм или британское неогегельянство, примерно 70-е, 80-е и до 20-х годов 20 века развивается это очень странное направление. Странное, потому что оно было настолько нетипичным для британского характера, для британского сознания, для британского представления о том, что такое философия, что сами англичане считали его какой-то болезнью или недоразумением, которое, тем не менее, закрепилось очень глубоко в нескольких британских университетах, и казалось какое-то время, что оно даже станет неким окончательным образцом и окончательным движением, по крайней мере, академической мысли. Ну, разумеется, это было заблуждением, потому что национальный характер себя показал очень быстро и быстро начал отказываться от этого странного, занесенного извне продукта, от этого экзотического плода, который никак не хотел расти на болотистых и туманных просторах Великобритании. Тем не менее, это движение, хотя и было очень недолговечным, по крайней мере, показало, что англичане не совсем тупицы, и что они могут постичь более трудную, не совсем сводящуюся к здравому смыслу или естественно-научным положениям учению. И, безусловно, если бы Великобритания переварила немецкий идеализм до конца, а не так, как она это сделала, скажем, взяв его в рот, пожевав и выплюнув, то я думаю, что того разрыва, который произошел вроде бы только по политическим мотивам, не произошло бы. И мы бы сейчас не должны были говорить об этом странном расколе, разрыве или споре внутри европейской философии. Как же этот разрыв или как же этот национальный характер смог все-таки нанести этот ущерб? Проблема в том, что политика влияла не только на отношение, скажем, к чужим философским традициям. Она влияла также и на то, что такое вообще философия, по мнению англичанина, американца или француза. Для англосаксов и романских народов или латинско ориентированных народов, народов, считающих себя наследниками Римской империи, римской культуры, практицизм всегда были одним из главных, если не самым главным критерием истины. Для Франции, может быть, это было выражено в несколько меньшей степени, потому что они считали все-таки, что есть место и чистому, незаинтересованному созерцанию. Но во Франции так получилось, это стремление выразило себя в основном в искусстве и в литературе. Или в науке, кстати сказать. В естествознании, которое во Франции всегда имело несколько смешанный характер, в нем были сильны как чисто эмпирические элементы, так и элементы своего рода гуманитарные, культурные, исторические. Почти все великие французские ученые 17, 18, 19 века, они были превосходными стилистами, они не заходили, не загораживали себя в своей специальности только узко. Они старались принести некую пользу широкой публике, народу и даже человечеству, особенно французы как раз этим всегда об этом любили говорить, что мы приносим пользу всему человечеству, даже если оно еще пока не понимает, что это его польза. Что касается англичан, то они с самого начала, естественно, рассматривали любую мысль как, прежде всего, рецепт к достижению некоего результата. То есть, как сделать нечто, как достичь какого-то положения, пользы, результата. И тем самым постепенно равенство между пользой и истиной становилось все более и более глубоким, нерушимым. И отдельные, безусловно, всегда существовавшие исключения в Великобритании, допустим,
можно назвать графа лорда Шефсбери в начале 17 века, Беркли, который тоже считал, что философия не должна быть сугубо практическим занятием или занятием, связанным с неким абстрактным просвещением народа и его воспитанием, но прежде всего с поиском абсолютной истины. В XIX веке такой фигурой был, конечно, Томас Карлейль, тоже шедший вразрез со всей национальной традицией, с национальным характером. Но это были исключения. Основная часть ученых, философов, писателей и, говоря современным языком, лидеров мнений, всегда была ориентирована на практичную, хозяйственную, политическую, правовую или, по крайней мере, понятную широкому обществу цель. В том числе, когда они занимались философией. И с самого начала это, пожалуй, ограничило и французскую, и английскую философию. Потому что, несмотря на наличие таких гениальных ученых и философов, как Декарт, Бэкон, Паскаль, Мальбранш, все-таки их теории никогда не приживались до конца. Они всегда были превращены в некое более разведенное кипяченой водой состояние, чтобы стать понятными, во-первых, большему количеству людей, чтобы их можно было применять, не посвящая много лет изучению, скажем, истории философии. Короче говоря, они рассматривались как решение, не как задача. Речь не шла о том, чтобы увидеть ту проблему, которую ставил, допустим, Бэкон или Декарт, и по-новому ее решить, а в том, чтобы проверить, действительно ли их решение является лучшим, окончательным, наиболее верным, и просто затем применить это начало, не критикуя его, не развивая, к какой-то конкретной отрасли. Допустим, существует некая теория души у Декарта. Если она верна, если она совпадает с открытиями, скажем, в медицине, в физиологии, значит, ее нужно просто расширить, превратить в некую практически догму и использовать ее, например, для воспитания детей или для ответа на вопрос, наступает ли после смерти некое воздаяние за грехи и добрые дела. То есть все эти вопросы, они как бы ставились уже на основе готовой теории, которая не нуждалась ни в критике, ни в дальнейшем развитии. В Великобритании, особенно это, конечно, касалось Джона Локка, его теория стала в сущности основой современной, по крайней мере, идущей со времен славной, так называемой славной революции 17 века, политической системы британской, которая, кстати, была перенесена даже, может быть, в большей степени и в США, потому что Локк считается как бы негласно одним из вдохновителей американской конституции, американской политической системы. И на него до сих пор ссылаются в самых странных вроде бы местах, при обсуждении законопроектов, при некоторых судебных заседаниях. Он по-прежнему классик именно практического мышления для англосаксов. То есть мы видим, что французы и англичане никогда не занимались, почти никогда не занимались философией ради нее самой. Они всегда рассматривали ее просто как способ, более сложный, более трудный, более длительный, но способ нахождения некоторых практических рецептов, решений для жизни. Разумеется, в Германии дело обстояло совсем по-другому, с самого начала, поскольку еще со времен некоторых средневековых мистиков, вроде Таулера, не говоря уже о Бёме и последующих мистиках, а также Лютере, который, можно сказать, был крестным отцом немецкой культуры нового времени. Вопрос как раз стоял о том, что есть истина, и знаем ли мы истину, как мы приходим к истине, можем ли мы доказать истину, является ли истина источником нашего счастья. Все эти вопросы они ставили глубже, чем французы или англичане,
и отвечали на них глубже, и понимали, что эти вопросы не могут быть решены в течение одного поколения одним автором или одной школой, что они вечны, и их решение требует, может быть, всего культурного промежутка развития человечества. С самого начала они мыслили развитие всех этих проблем как следование некой традиции, причем очень быстро они приняли на себя некое наследство античности, то есть они стали действительно считать себя наследниками Платона и Аристотеля, кроме, скажем, того, чтобы, подобно Лютеру, говорить о немецкой вере, немецком глубоком отношении к христианству, что только в Германии, благодаря протестантизму, впервые было открыто чистое учение Христа, его самое глубокое ядро, в отличие от тех внешних его более поверхностных форм, которыми довольствовалось, скажем, итальянское и французское католичество, и даже британский протестантизм, который, естественно, очень сильно отличался от немецкого, был вызван другими причинами, происходил по-другому и имел другую культурную начинку. Таким образом, немецкая философия с самого начала была чистой философией. Она ставила философские вопросы ради них самих. Она искала истину ради нее самой. Она хотела найти истину, чтобы потом эту чистую истину применить в жизни, а не искать те истины множественные, которые бы оправдывались в опыте многих людей, многих поколений, многих сословий и были бы попросту эффективными рецептами для решения жизненных практических проблем. Поначалу это противоречие или это раздвоение было выражено слабо, потому что немецкая философия, как я уже сказал, очень долго была второстепенной, отставала от французской и английской философии, считалась как бы их младшим братом, пасынком, которому еще расти и расти. Но немцы очень сильно рванули в XVIII веке и показали, что они могут всего за 100 лет преодолеть то расстояние, которое французам или англичанам на ту же задачу потребовалось, допустим, 200-300 лет в свое время. И вот тут началось противостояние, началась пока еще невидимая и неслышимая война, пока находившаяся в пределах книг и университетских лекций. Но эта война в начале 20 века, после Первой мировой войны и особенно после Второй мировой войны, стала открытой войной. Войной культурной, войной политической, войной даже экономической. И выражалось это в том, что равенство между богатством и истиной, которое можно считать одним из признаков американской цивилизации, стало общемировым образцом, стала идеологией мировой впервые, чего не было никогда до того, потому что хотя англичане, французы и те же немцы отнюдь не были бессребренниками или нельзя сказать, что они не любили денег, никогда до середины 20 века вот эта максима «кто богат, тот и прав» не имела шансов стать господствующей. Ну, как минимум, потому что даже те, кто ее исповедовал на деле, им было стыдно говорить об этом на словах открыто. Американцы, как следовало ожидать от молодой, наивной и несколько такой глуповатой нации, как раз не видели в этом ничего плохого, не понимали, чего здесь нужно стесняться, и провозгласили эту максимум на волне эйфории после победы во Второй мировой войне, в которой они, в общем, не пострадали особенно. Собственно, сама территория США вообще не пострадала, а те жертвы незначительные сравнительно с другими участниками этой войны, которые они принесли в Европе и в Азии, быстро были, скажем так, преодолены, зализаны эти небольшие раны, и в целом они вышли из войны вдвойне победителями. Военными победителями, политическими победителями, экономическими победителями. И очень быстро, в течение буквально 2 десятилетий,
Им пришло в голову, в общем-то, вполне естественно, что если они являются главной страной мира с точки зрения экономики, политики, военной силы и даже культуры, в том смысле, что американская музыка, американское кино, американская массовая литература, мода стали господствующими, по крайней мере, в западном мире, почему они не могут задавать также и философскую моду? К сожалению, именно в тот момент, когда американцы и в меньшей степени англичане смогли оказывать гораздо большее влияние на философию современную, чем немцы, французы или кто бы это ни было еще, они как раз находились, пожалуй, на весьма низком уровне, именно научном уровне, требуемом для успешного развития философии. Даже в начале 20 века, когда они еще не претендовали на лидирующие места в философской жизни, они как раз обладали, по крайней мере, несколькими очень интересными философами, прежде всего Уильямом Джеймсом, которого можно считать величайшим американским философом всех времен, потому что я очень сомневаюсь, что кто-то еще сможет превзойти его по оригинальности и глубине. В то время совершенно неизвестный, но впоследствии имевший большой успех, так сказать, посмертный Чарльз Пирс. Ну и еще несколько менее известных и менее значительных персон, вроде Сантаяны, Перри, нескольких эмигрантов, кстати сказать, из Германии, об этом еще стоит поговорить отдельно, вроде Мюнстерберга или Каруса. Но тогда, когда в США существовали действительно оригинальные, может быть, не великие, но оригинальные мыслители, она только-только начинала примерять на себя, скажем, корону лидера мира, лидера цивилизации. Когда же она стала лидером цивилизации, ей внезапно оказалось нечего предъявить, по крайней мере, именно в философской области. Но признать, естественно, это никто не захотел, потому что это было бы даже странно, как это у нас чего-то нет. Если чего-то нет, мы купим. Если мы чего-то не знаем, выпишем из Европы какую-нибудь книжку или какого-нибудь профессора, и пусть он нам объяснит, и мы все поймем, и пойдем сами дальше вперед. И, в общем-то, с такими шапкозакидательскими настроениями они начали некую сомнительную академическую деятельность, как раз вот с 50-х годов 20 века. И чем дальше, тем больше сами верили в то, что они действительно уже могут все создать самостоятельно, не нуждаясь ни в какой помощи, уж, по крайней мере, не в помощи этих непонятных и сомнительных немцев, которые уже дважды себя показали с плохой стороны, а следовательно, зачем нам их слушать. И к концу 20 века и к началу нашего 21 века этот национальный снобизм, самодовольство и самоуверенность, безусловно, достигли предела. Поскольку, как известно, гласит пословица, всяк кулик свое болото хвалит, американский кулик, которому не откажешь, особенно в рекламных способностях, рекламировал свою философию, особенно громко и настойчиво. А поскольку критиков серьезных, или вернее слышимых за пределами нескольких университетов не было, то произошло как бы такое формирование некоего консенсуса, что действительно все в порядке. И это и есть то, что нужно в современной мысли. Это и есть современная философия. Чтобы расшатать это сомнительное мнение и показать его несостоятельность, придется начинать очень издалека, потому что то, что сами американцы считают своим современным философским достоянием, на самом деле опять-таки принадлежит Европе, правда ее весьма специфической части, а именно Австро-Венгрии, можно сказать даже так, или Австрии в узком смысле, откуда и пришел этот самый неопозитивизм, который под названием аналитики, аналитической философии с тех пор сделали своей специальностью англичане и американцы.
По скребе американского философа найдешь австрийского философа. Так можно сформулировать основной тезис моего исследования, если так можно выразиться, краткого. О каких австрийцах идет речь? Речь идет прежде всего о так называемом Венском кружке, также о не входивших в его состав, но бывших либо его предшественниками, либо его последователями и соратниками, союзниками, симпатизирующими ему авторами. То есть Wittgensteinом, Поппером, Махом, еще несколькими менее известными фигурами. Гёдель сюда, пожалуй, тоже относится, хотя он несколько особая фигура. Почему именно австрийцы? Это очень интересный момент. Австрия, казалось бы, это часть германской культурной цивилизации. Они находятся буквально впритык друг к другу и используют один язык и имеют как бы общую достаточно историю. По крайней мере, в 20 веке они были очень близки, даже, может быть, слишком близки с точки зрения австрийцев, которых, как известно, присоединили в 1938 году, не очень спрашивая, хотят ли они это. Предполагалось, что как же они могут не хотеть. Тем не менее, австрийская и германская, большая германская или великогерманская культура – это разные вещи. И эта разность демонстрируется хотя бы на примере того, что Моцарт – это Австрия, а Бетховен – это Германия. И хотя и тот, и другой являются как бы столпами музыкальной классики, но между ними есть существенные различия как в музыкальном образовании, музыкальной их карьере, если так можно выразиться, ну и попросту говоря в их музыке, которая вроде бы для слуха неподготовленного, не знающего человека во многом похожа, но с точки зрения профессионального музыкального критика и более искушенного зрителя это достаточно разные планеты, разные миры. Немецкая и австрийская литературы существенным образом отличаются. Собственно говоря, австрийская литература стала сколько-нибудь значимой только к началу 20 века, и появление в ней, скажем, Кафки было как раз таким моментом отрыва, вернее, преодоления комплекса неполноценности со стороны австрийцев, которые долгое время считали, что они как-то не могут соперничать с теми большими немцами, потому что у них нет фигур вроде Гёте, например. А Кафка как бы создал им, наконец, достойную фигуру, которую можно выдвинуть в противовес тем крупным авторам. Ну, в общем, можно много перечислять разницу в архитектуре, в моде, даже в внешнем облике и способе жизни австрийцев и немцев. Ну и, наконец, их история, хотя и была достаточно параллельным, развивалась параллельным курсом, все-таки не была единой. И достаточно вспомнить, что Бисмарк, когда начал мечом и огнем скреплять Германскую империю, начал это скрепление в том числе с сокрушительного нападения на Австрию, которая в битве под Садовой получила нокаут мощный от растущей германской военной машины, после чего окончательно закрепилась на вторых ролях. А до того она вполне успешно претендовала на то, что она является ведущей не германской державой, а разрозненные германские графства, государства, герцогства были лишь культурной, скажем так, их культурным конкурентом, но никак не политическим. Австрийская империя рухнула благодаря Первой мировой войне. Германская же империя, хотя и потеряла свои колонии и часть территории, все же осталась достаточно сильной, что привело к появлению Третьего рейха и уже его окончательному разрушению в результате Второй мировой войны. Одним словом, хотя это близнецы, но не однояйцевые. И Австрия с Германией зачастую весьма в напряженных находилась отношениях, в том числе и в философии.
До, пожалуй, конца самого XIX века не было ни одного значительного австрийского философа, о котором можно было бы сказать, что он является фигурой, сопоставимой хотя бы с Лотце, Фехнером или Гуссерлем, если брать только академических авторов. Но вот появился философствующий физик Мах, внезапно получивший огромный резонанс во всей Европе. Достаточно вспомнить, что на него вдруг стали опираться многочисленные российские марксисты конца 19-го, начала 20 века. И, как известно, единственная философская, относительно философская книга Ленина была посвящена как раз окончательному разгрому этой ереси, эмпириокритицизма, который пустил очень глубокие корни в среде русского марксизма, и с ним пришлось даже бороться впервые. Настолько он был уже силен. За Махом, особенно после окончания Первой мировой войны, последовал определенный расцвет, как это можно назвать, австрийской мысли, и как раз его ярким примером был Венский кружок, то есть объединение в Венском университете ряда преподавателей, в основном, кстати, не имевших чисто философского образования. Это были физики, математики, социологи, психологи. Тем не менее, все они придерживались единой позиции, единой программы, которую, в общем, с тех пор можно встретить под разными ярлыками, разными названиями, но я думаю, что термин неопозитивизм является наиболее удачным и всеобъемлющим для описания этой школы. Все они считали себя наследниками Маха, то есть шли сугубо в естественно-научном русле, не верили ни в какую метафизику, ни в какие религиозные вопросы. И появление, скажем, теории относительности во время как раз Первой мировой войны и ее триумф после окончания войны, особенно в 20-е годы, был для них самым очевидным признаком того, что старая философия, метафизическая философия и рациональная философия закончилась, погребена, а на ее место приходит новая, здравая научная философия, философия, связанная с новыми открытиями, с новой математикой и с новой физикой. Постепенно они сформировались в действительно единую школу и к началу 30-х годов даже выпустили несколько манифестов, где объявили о своем мировоззрении, о своих врагах, о своих союзниках и о том, к чему они стремятся. Чуть раньше, но тоже в определенной генеалогической связи и с Махом, и с новой наукой, появился Wittgenstein. Наконец, в 20-е, 30-е годы до аншлюса примерно начал действовать Поппер. Не следует также забывать о том, что австрийским по происхождению и во многом по мысли австрийским автором был Фрейд, который опять-таки после Первой мировой войны стал оказывать колоссальное влияние на всю мировую культуру, не только на философию, даже, может быть, в меньшей степени на философию. Его влияние на философию профессиональную началось по-настоящему лишь после Второй мировой войны. Но во всяком случае он был очень модным и общеизвестным теоретиком, на которого стали ориентироваться многие и в философии. Но до Второй мировой войны, особенно до поражения Германии, австрийская философия все-таки продолжала сохраняться на вторых ролях. Она находилась в тени по-прежнему великогерманской философии. И именно политические изменения, политические катаклизмы позволили ей, точнее двум ее наследникам, как раз Wittgensteinu и Попперу, занять лидирующие позиции в немецкоязычной, а затем, благодаря некоторым обстоятельствам, о которых еще можно будет сказать позже, и англоязычной, следовательно, мировой, потому что английский язык после Второй мировой войны стал окончательно мировым языком науки, культуры и общения. Таким образом, мы видим с самого начала, что в так называемой аналитике или в аналитической традиции существует некий родовой конфликт или родовое противоречие.
Ее основными классиками, ее наиболее влиятельными фигурами являются как раз континентальные авторы. Авторы, отнюдь не родившиеся в США или Великобритании. И это только один из самых ярких конфликтов внутри этой традиции. Конфликт, который только недавно относительно был вообще признан, и с ним стали считаться, а до того как бы он выглядел само собой разумеющимся, и вообще никто не видел в этом проблемы. Дескать, мы ведь не шовинисты, мы не смотрим в паспорт, кто он там по национальности, где он родился и на каком языке он учился. Нас интересует только, говорит ли он дело или нет. И вот австрийский след или австрийский принцип философии победил во второй половине 20 века, сначала в Великобритании и США, а затем и во всем мире. И сейчас можно сказать, что австрийцы одержали некий реванш культурный по сравнению с великогерманскими мыслителями. То, что они не смогли получить в XIX веке или в начале XX века, они получили кружным путем благодаря американцам в конце XX – начале XXI века. Эта ситуация, безусловно, также уникальна, потому что до того мы не видели таких примеров, чтобы одна нация помогала другой одержать некую культурную победу, помочь ей закрепиться как доминирующей силе. В лучшем случае можно было говорить о влияниях или о симпатиях, но о том, чтобы другая философская традиция приняла в себя содержание иностранной традиции и объявила ее высшей, окончательной, это, я думаю, все-таки новинка в истории, по крайней мере, философии нового времени.